Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Снимаю сегодня видео о совместном раскрашивании. Такой некий челлендж решили сделать с Людой совместно. Давно забытая на полке раскраска. Дело в том, что мы уже год назад приобрели у Милы вот такую вот замечательную раскрасочку. Это Nice Little Town, 10 выпуск Татьяны Столовой. Мы планировали, что будем раскрашивать здесь. Я давно ее хотела, Мила решила тоже взять. Говорит, будем вместе красить. Почему нет? И как-то, знаете, я думаю, не одни мы такие, что тоже у девчонок может, ну не обязательно это, какие-то еще раскраски, которые очень хотелось, купились и лежат. Поэтому мы решили, собственно говоря, так и назвать это видео. Давно забытая на полке раскраска. И пораскрашивать мышат. Мила предложила, сейчас я вам покажу иллюстрацию, вот такого вот мышонка раскрасить замечательного. Тут на турнике. Вот. Ну, собственно говоря, я не против. Почему нет? Вот. Я думаю, у многих девчонок, так же, как и у нас, есть такие раскраски, которые очень хотелось, но что-то пошло не так, то или руки не доходят, то еще что-то. И, в общем, они не красятся. Поэтому давайте присоединяйтесь, девочки, тоже доставайте с полок забытые раскрасочки. Ну и я думаю, что мы теперь с Милой будем... Ну, по крайней мере, постараемся. Хотелось бы в планах на постоянной основе хотя бы раз в месяц брать какую-то забытую раскраску с полки и вот таким вот образом совместно раскрашивать. Ну, в общем, буду красить сегодня эту иллюстрацию. Скорее всего, не знаю, попробую лирами, как лиры сюда лягут. Если лягут, то хорошо, если нет, буду думать. Но в целом планирую карандашами раскрасить. Здесь, в общем-то, можно красить, наверное, чем угодно. Они односторонние, сзади вот черный фон. Но листы тоненькие, поэтому не знаю насчет акварели, но, скорее всего, я все-таки, по крайней мере, пока что склоняюсь к карандашам. Ну, дерево, наверное, скорее всего, это будет Magic. Все остальное карандаши. В общем, дальше будем смотреть, что и как у нас будет получаться. Поэтому оставайтесь с нами, девочки. Я постараюсь, хотелось бы как-то в процессе включаться. Я, конечно, постараюсь, ничего не могу обещать, потому что приболела. Как-то не получается выйти из этого состояния, знаете, то давление, то плохо себя чувствовала, то теперь простыла. В общем, у нас на улице, кстати, в данный момент идет снег. Уже конец мая, у нас идет снег. Слушайте, прям вообще прибавил, так уже прям лег на землю снег. Ужас. В общем, как раз погода для того, чтобы раскрашивать. Я не знаю, как здесь карандаши лягут. Я ни разу, как я уже сказала, так и не раскрасила здесь ничего. Буду пробовать. Очень, конечно, хотелось бы, чтобы они все-таки здесь нормально ложились, потому что, ну, фломастерами, наверное, нет. Собственно говоря, не хотелось бы ни брашами, ни фломастерами красить. А для акварели все-таки тонковатая бумага. Ну, посмотрим, как будет получаться. Надеюсь, что неплохо. А там уже как пойдет. Вот. Поэтому оставайтесь, кому интересно, для вас. Ну, мы конкретных сроков особо не оговаривали, но здесь такая иллюстрация, что я так думаю, ее за день, в принципе, осилить вполне можно. Мы разговаривали с Милой, говорила, что, в принципе, тут за вечер посидеть, вечер покрасить не проблема. Можно осилить, но так как все-таки и она, и я приболели, поэтому самочувствие, как вы понимаете, не очень. Так, не знаю, сейчас посмотрим. Будем для начала так.
определимся с более-менее, где какой цвет, где что у нас, а потом уже будем более детально, более где-то затемнять, где-то еще что-то, поэтому не пугайтесь. Вот. Ну и понятное дело, что мы постараемся за день это все раскрасить. Ну, а там по самочувствию, потому что так уж вышло, что заболели все. И мы, я заболела, а Люда заболела, девчонки приболели, поэтому, да, при всем желании пораскрашивать, к сожалению, как пойдет, потому что самочувствие, знаете, как качели сейчас. То хорошо, то плохо, непонятно. Так, что-то мне не совсем удобно, просто я сижу. Я так начну немножко, чтобы попробовать, как здесь ляжет карандаш. Ну, конечно, не знаю, понятное дело, это только предварительно, так скажем, красим. А дальше уже будем смотреть, чего добавлять, чего не добавлять сюда. Поэтому не пугайтесь. Вот. Вот это вот, как это называется, травка, не травка. Хотелось бы тоже мэджиком попробовать раскрасить. Тройтон взять. Видела там неплохие оттенки. Ну, для меня неплохие, для кого-то, может, плохие. Кому-то нравятся эти наборы, кому-то не нравятся. Поэтому тут дело, как говорится, такое. Ну, мне интересно попробовать некоторые карандаши, некоторые оттенки, поэтому я планирую их достать. Все-таки здесь попробовать. Я, к счастью, купила все-таки еще один набор ради коричневого. Собственно говоря, я и серым время от времени пользуюсь, поэтому пусть будет. Потому что без коричневого уже не представляю, как быть, как жить. Дальше что-нибудь придумаем. Надеюсь, все-таки научиться смешивать грамотно эти карандашки, оттенки, чтобы получать такую же фактуру для дерева. Ну, вот с мэджиком, конечно, это все гораздо проще. И если не умеешь, так скажем, смешивать, делать такие вот красивые оттенки, цвета, то, конечно, мэджик прям очень в помощь. По крайней мере, пока учишься. И я вот решила, что да, без него никак, что все-таки возьму. Так, ну, в общем, как-то так получается. Потом, понятное дело, еще раз где-то потемнее пройдемся, где-то посветлее, где-то блендер, не блендер. Ну, будем смотреть, что плешивит как-то немножко. Не пойму, то ли это уже из-за того, что остаток, то ли потому что бумага такая. Пока не могу стопроцентно сказать, не совсем понимаю, как, что. Еще карандаш надо пойти подточить, наверное, все-таки кончик. Я его все берегу, стараюсь лишнее не стачивать, не спиливать, но вот он туповатый, этот кончик, и неудобно красить. На больших площадях еще как-то, вот уже по краю, еще где-то уже неудобно им прокрашивать, поэтому будем сейчас точить его. В общем, кому интересно, оставайтесь. Я постараюсь в процессе раскрашивания еще вам в промежутках показать хотя бы, ну, как минимум, что получается, как максимум все-таки еще с вами посидеть, пораскрашивать, может быть, поболтать, как буду себя чувствовать. Ну и в конце будем смотреть с вами результат. Вот как-то так пенечек получается. Раскраска новая, еще до конца не открылась, но я надеюсь, она на склейке, надеюсь, не развалится. Ой. Продолжаю свой челлендж.
Кто не в курсе, напоминаю, или кто забыл, мы красим с Милой Nice Little Town мышонка. Челлендж называется «Давно забытая на полке раскраска». Выбрали иллюстрацию, сейчас я вам покажу, с мышонком. Вот такую вот. Собственно говоря, вот что у меня получилось. Не получилось показать в процессе особо, как крашу, потому что, как уже говорила, болею. И, знаете, как несколько подходов. Пришла, села, пораскрашивала, плохо себя чувствовала, ушла, легла, потом опять. Ну, в общем, все как-то так происходило. Сложновато. Но, тем не менее, мне рисунок нравится. Мне нравится... Получила удовольствие от раскрашивания в любом случае. Немножко непривычно для меня сама тематика, да, но очень красиво. Не знаю, может быть, это болезнь как бы диктовала такие цвета или что, палитру. Ну вот, как вышло, так вышло. Мне, тем не менее, нравится. Раскрашивала непосредственно мэджиками. Здесь большая часть мэджики. Ну и чуть-чуть других карандашей. Там, допустим, из Fix Price 36, которые цветов премиум. Потом, ну, здесь вот один единственный полихрома с розовый, такой нежный. Мне захотелось их сделать вот такими вот розовыми цветочки. Как-то так вышло. Не знаю, мне нравится. Я довольна, в принципе, результатом. На фоне долго думала, что сделать, никак не могла определиться. В общем, в итоге взяла Neocolor и сделала его Neocolor. Что, в общем-то, неплохо. Я для себя чуть-чуть простым карандашом сделала такую, скажем так, рамку. Начертила, потому что иллюстрации идут без рамки. Очень жаль, конечно, что они без рамки. Особенно если учитывать, что рисунки недорисованы, знаете, как будто обрезаны. И как-то, во-первых, боишься, чтобы не было сильно криво, не вылазит за какие-то границы, да, еще что-то. Ну, здесь еще вот как-то не так страшно. Здесь вот, видите, не знаю, почему Татьяна не сделала хотя бы рамки, если уж не полноценные рисунки. Ну, потому что как-то вот все обрезано, испорчено. В общем, иллюстрации просто милейшие. Но вот это, наверное, единственное, что портит все впечатление раскраски. Это вот рамки. Ну, я сделала простым карандашиком, так, чуть-чуть очертила для себя, чтобы более-менее, знаете, все было ровненько. Вот. Ну и, соответственно, как всегда, белая гелевая ручка, немного там в каких-то определенных местах немного блендера, карандаш, лира. В общем, разные еще присутствуют блендеры. Но в целом я довольна. Вот такая получилась иллюстрация. Не знаю, кто еще не раскрашивал, в кого она тоже залежалась, как и у нас. Эта раскрасочка. Девчонки, все отпечатывается. Вот, я не знаю, видно будет, не видно. Когда красишь, это все отпечатывается. Вот видите, все, что я красила, все отпечаталось от вот этого черного фона. Поэтому, наверное, лучше все-таки на всякий случай подкладывать листочки. Я вот подкладывала, потому что в какой-то момент поняла, что вот у меня здесь появляется черный цвет, отпечаток. Положила листочек. Поэтому, если вы тоже еще, как я, не красили в этой раскраске, не начинали ее, то вот имейте в виду. В общем, вот такая получилась замечательная иллюстрация. Милейший такой мышонок у меня получился. Я так думаю, что мы будем теперь частенько с Милой красить в этой раскраске, потому что я не знаю, почему она залежалась, почему я ее все никак не начинала. Вполне легко краситься, вполне легко в ней работать, как говорится, раскрашивать.
Ну, вот за исключением, как я сказала, рамки. Не знаю, почему мне как-то не шло, чего я так боялась. Все время ее откладывала на потом. Очень даже приятно здесь красить, и миленькие иллюстрации получаются. Так что я думаю, что мы теперь с Милой будем чаще здесь раскрашивать у нее, потому что такая же. Ну и, собственно говоря, постараемся почаще снимать такого рода видео на тему забытых раскрасок. Вам спасибо, что были со мной, что посмотрели меня. Пишите комментарии, подписывайтесь, ставьте лайки. Не забывайте проходить по ссылочке к Миле на канал, посмотреть, что раскрасила. Ну, точнее, даже не что вы уже знаете, как раскрасила она эту иллюстрацию. Мне тоже будет очень интересно. Я сейчас закончу и пойду к ней на канал, посмотрю, как раскрасила она своего мышоночка. Вы тоже обязательно проходите. Кто еще не знаком, знакомьтесь с Милой, подписывайтесь. Ну и всем хорошего настроения. Буквально через несколько дней уже наступит лето. Так что всем хорошего летнего настроения, отпусков, новых впечатлений, эмоций. Ну и всем пока-пока.